Привет, армия. Фотографии, которыми Тэхён поделился вчера, снова приглашают нас присоединиться к нему в одном из тех маленьких фрагментов его повседневной жизни, которые всегда умудряются пленить наше внимание. Кажется, что каждая фотография призвана передать редкое спокойствие, близость и искренность. Даже помимо своей несомненной красоты, Тэхён умудряется излучать что-то теплое, как будто каждый кадр несет скрытое послание, которое могут понять только те, кто внимателен. Среди всех этих деталей снова становится ясно, насколько важен Чингук в его жизни. Связь, о которой фанаты говорят годами, проявляется тонко, но последовательно. На пляжном фото есть очень естественная невинность. Однако есть те элементы, которые кажутся намеренно добавленными, отчетливо видимая буква «J» и красные шорты, которые многие сразу же ассоциируют с Чингуком. Ничего преувеличенного или кричащего, но достаточно, чтобы понять, что Тэхён хочет что-то передать. Это не просто хвастовство, это его способ без слов рассказать о том, насколько Чингук присутствует в его мыслях, даже когда их разделяет расстояние. Тонкость общения посредством кода давно стала визитной карточкой Тэхёна. Им не нужны громкие заявления, чтобы показать близость. Их манера говорить скрыта за мелкими деталями, видимыми только тем, у кого открыты глаза и сердце. Для тех, кто наблюдает со стороны, этот язык слишком знаком. Затем появились фотографии в машине, кажущиеся спонтанными, но явно тщательно подобранные. Тэхён выглядит настолько естественно, что легко понять, почему Чингук всегда с теплотой отзывается о таких простых моментах. Хотя фотографии не провокационные, его элегантная и уверенная аура напоминает обожание Чингука к Тэхёну. Простая сцена, но наполненная связью, ощущаемой даже без физического присутствия. Многие помнят момент в прямом эфире, когда Чингук, сам того не осознавая, выразил, как сильно он заботится о Тэхёне. Это не было притворством, это был спонтанный жест человека, которому и так очень комфортно с человеком рядом. То, как Тэхён сидел, короткие взгляды, которыми они обменивались, естественность их взаимодействия, все это намекало на глубокое чувство доверия. Такие небольшие моменты показывают, почему за Тэгуком так следят. Им не нужно искать внимание широкими жестами. Небольшие знаки передают связь, построенную на терпении, уважении и теплоте. Им не нужно ничего говорить. Их языка тела достаточно, чтобы рассказать историю глубины отношений, которые часто описываются как сочетание крепкой дружбы и настоящей любви. Со временем все эти знаки образуют общую нить. Сегодня это фото на пляже, завтра легкий комментарий, позже спонтанный жест в прямом эфире. Все это складывается, и для тех, кто наблюдает честно, эта картина слишком последовательна, чтобы быть совпадением. Каждый раз, когда Чингук пристально смотрит, многие знают, кто в его глазах. Выражение спокойное, но глубокое, как будто вмещает в себя целую вселенную, и когда Тэхён отвечает ему взглядом, между ними царит спокойствие, которое невозможно скрыть, безмолвная связь, не требующая слов. На протяжении многих лет они демонстрировали тесную связь, не всегда открытую, но всегда очевидную в маленьких жестах, взглядах, которые задерживаются чуть дольше, спонтанных улыбках, которые непроизвольно возникают. В том, как они подходят друг к другу без расчета, именно эта искренность делает их отношения такими яркими. Бывают моменты, когда обстоятельства заставляют их казаться скованными, словно они не могут полностью выразить себя. Внешние решения иногда могут привести к путанице, особенно когда речь заходит о Чингуке. В таких ситуациях фанаты легко начинают беспокоиться, опасаясь, что искренняя привязанность Тэхёна и Чингука затмевается слухами и драмой, которую они не создавали. Однако для тех, кто наблюдает за ними какое-то время, достаточно одной детали, чтобы понять, насколько они уважают друг друга. Это касается не только публичных моментов, но и того, как они выстраивали свои отношения через общий опыт. Когда появляются слухи, фанаты, естественно, начинают волноваться, но самое главное – трезво оценивать ситуацию и не делать поспешных выводов. Чингук и Тэхён всегда были последовательны, между ними нет никаких игр, никаких противоречий. Они не пытаются никого обмануть, их близость выражается естественно, без всякого притворства. Именно поэтому проницательные фанаты никогда не сбиваются с пути, их история строится на конкретных действиях, а не на теориях. И важно помнить, не все обстоятельства находятся под их контролем, они преследуют проекты и принимают решения, которые не являются их личным выбором. Это может создать ложный образ, но обвинять их никогда несправедливо, их преданность и уважение остаются очевидными.
Их просьба к фандому проста: не поддавайтесь спорным толкованиям, не подпитывайте необоснованные теории, не позволяйте внешнему шуму затмевать то, что было очевидно годами. Их взаимодействие слишком последовательно, чтобы быть совпадением. От того, как Чингук приближается без раздумий, до того, как Тэхён отвечает ему одним лишь взглядом, все это часть связи, которую многие давно заметили. Годами связь Тэхёна и Чингука демонстрировалась через их действия, им не нужно выпендриваться, их естественного способа взаимодействия более чем достаточно. Чингук не повторяет эту близость ни с кем другим, и именно это делает их отношения такими уникальными и трудно игнорируемыми. А теперь, с каждым маленьким моментом, который возникает, с каждой, казалось бы, простой, но значимой фотографией, с каждым безмолвным жестом, которым они делятся, не осознавая этого, нить становится яснее. То, что когда-то считалось совпадением, теперь кажется закономерностью, которая медленно, но верно формирует их историю. Поклонники, которые обращают внимание на детали, которые не тонут в слухах и шуме, видят, как развиваются эти отношения. Не через большую драму, а через постоянство, нежность и утешение, которое всегда исходит даже издалека. Каждый раз, когда Тэхён делится чем-то, казалось бы, простым, каждый раз, когда Чингук проявляет беспокойство, не осознавая этого, каждый раз, когда они отправляют друг другу сообщения через мелочи, все это становится частью истории, не требующей публичных доказательств. Истории, которую могут полностью прочитать только те, у кого острый глаз. И, возможно, в этом их главная привлекательность. В мире, полном мнений, они остаются собой. Они поддерживают связь, понятную только им. Они остаются друг для друга такими способами, которые значат больше, чем слово. В конце концов, Тэхён и Чингук никогда никого не просят верить. Они просто показывают это, медленно, тонко, последовательно и с искренностью, которую невозможно подделать. Вот почему, даже если слухи приходят и уходят, даже если шум пытается исказить повествование, фанаты, знакомые с ритмом Тхэкука, знают, что настоящее всегда найдет свой путь, что такую связь нелегко разорвать. И что любовь, в какой бы форме она ни проявлялась, всегда оставляет след. И когда Тэхён поделился фотографией пляжа с простой, но многозначительной буквой «Джей», и когда Чингук, сам того не осознавая, продолжал уделять внимание только одному человеку, мы поняли, что это не совпадение. Это был их язык, язык, который могли прочесть только два сердца, так долго связанные. В конечном счете, история Тхэкука строилась не из одного важного момента, а из тысяч маленьких, связанных между собой моментов, из незапланированных улыбок, из зрительного контакта, который казался слишком искренним, чтобы его скрывать, из утешения, которое могут разделить только два человека, по-настоящему понимающие друг друга. И те из нас, кто следил за этим путешествием, кто видел, как все части наконец сложились воедино, мы знаем, что бы ни случилось, какие бы голосы ни пытались исказить историю, суть их отношений оставалась прежней. Искренней, последовательной и реальной для любого, кто готов взглянуть на нее непредвзято. Потому что, в конечном счете, время не лжет, а любовь, как бы тонко она ни выражалась, всегда оставляет след, след, который, в случае Тэхёна и Чингука, был слишком глубоким, слишком сильным и слишком прекрасным, чтобы его игнорировать. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise.